Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб орловский по ГОСТу. Тесто для хлеба орловского готовят на заквасках, на густой, на жидкой без заварки, на жидкой с заваркой или на КМКЗ. Я предлагаю испечь на густой закваске. С вечером поставим закваску. Хлеб орловский вырабатывают из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной второго сорта в соотношении 70% к 30%. Хлеб может быть как подовым, так и формовым, массой более 500 грамм. На следующий день приготовим тесто. Для этого смешаем все указанные для него ингредиенты и произведем замес. Воду смешиваем с патокой и солью для приготовления суспензии. Эту суспензию вносим в тесто и замешиваем на медленной скорости в течение 20 минут. Несмотря на свою популярность, орловский хлеб является относительно молодым хлебом, созданным в 1961 году Клавдией Васильевной Дорожкиной, заведующей лабораторией Орловского треста хлебопечения. Вообще, в СССР к концу 1960-х годов выпускалось около 700 видов и сортов хлеба. При этом практически каждый год создавались все новые и новые. Смысл этого сегодня может быть не очень понятен, но тогда он совершенно точно имелся, так как нужно было приспосабливать производство к меняющемуся и часто не в лучшую сторону сырью. Ведь никакие ГОСТы не могли предусмотреть плохо уродившуюся муку с низкой клейковиной. Ее приходилось смешивать и обогащать. Именно эти обстоятельства и стали причиной создания орловского хлеба. Выброженное тесто выложим на смоченную водой рабочую поверхность и сформируем заготовку. Хочу отметить, что влажность теста вы можете регулировать сами. Чем более влажное будет ваше тесто, тем более влажный и крупнопористый получится мякиш. Поэтому регулируйте влажность теста сами на свое усмотрение. По задумке создательницы хлеба, он выпекался формовым в виде круглого формового каравая. И сегодня Орловский комбинат, где был создан этот хлеб, продолжает выпускать его в виде круглого формового каравая так, как он был задуман и выпечен его создательницей. Поверхность заготовки следует хорошо огладить, придав ей максимально красивую форму, так как на ржаном хлебе все дефекты формовки остаются в готовом изделии. Для избежания перерасстойки следует внимательно следить за поверхностью заготовки. Когда на ней появилось 5-8 пузырьков воздуха, она готова к посадке в печь. Дольше ждать не стоит, так как в противном случае корка у вас либо просядет, либо просто будет плоской. Перед посадкой в печь и при выемке из печи поверхность хлеба необходимо сбрызнуть водой. Как и любой хлеб с большим содержанием ржаной муки, он должен созреть. Поэтому после полного остывания его необходимо завернуть в кухонное полотенце и оставить на кухонном столе до следующего дня на 8-12 часов. Согласно ГОСТу, форма у хлеба орловского круглая или прямоугольная, соответствующая той форме, в которой выпекался хлеб. Она должна быть без вмятин и боковых выплывов, с выпуклой верхней коркой.
Поверхность должна быть гладкая, без крупных трещин и подрывов. Окраска от светло-коричневой до темно-коричневой, без подгорелости. Мякиш должен быть хорошо пропеченный, не липкий и не влажный на ощупь. Он должен быть эластичный, и при легком надавливании пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму. Пористость должна быть хорошо развитая, без пустот и признаков закала. Вкус слегка кисло-сладкий. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!